Всем привет, с вами председатель. Падение Константинополя, закат Византийской империи, уния, то есть союз между римской и греческой церковью, принятая на Ферраро-Флорентийском соборе. Эта уния, с одной стороны, вроде бы объединяла католическую и православную церковь после ее раскола в 1054 году, но при этом признавала главенство Папы Римского. И эту унию подписал в том числе и митрополит Киевский и всея Руси. То, что было во Флоренции, в Константинополе и какую карьеру в Риме сделал этот митрополит всея Руси, мы с вами уже говорили в прошлом видео. А вот как это все отражалось на Руси, в той же Новгородской республике, в Великом княжестве Московском, в Литве, я думаю, ничего не случится, если я еще раз проговорю, что термин «всея Руси» был придуман в Византии для филиала греческой церкви, который контролировал территорию всех княжеств Руси. Именно церковь управляла этими территориями, и только из-за могущества церкви начало расти Великое княжество Московское, когда непосредственно из Киева митрополит переехал в Москву. Вы же понимаете, Москва не была богата ни пушниной, ни плодородными землями. Низкий урожай, тяжелый климат. Удаленность от морей. Москва не была портом семи морей, как нам заявляют сейчас. Она и не была перекрестком торговых путей, как нам также заявляют историки. Тогда у нас не было даже собственных природных ресурсов, которые мы имеем сейчас. Ни серебряных рудников, ни золотых рудников, ни медных. У нас даже своего железа не было. Но откуда им взяться в Московской области? Ведь то Великое княжество Московское, по сути, было даже меньше, чем нынешняя Московская область. Какие товары из Московии находили бы спрос на Западе или на Востоке? Их просто нет. Ну задайте эти вопросы любому историку, он будет выворачиваться. Но ни один вот этот вот мой аргумент он не опровергнет. И только могущество церкви сделало Москву Москвой. А тут падение Константинополя. Закат Византийской империи, подчинение греческой церкви римской, признание главенства Папы Римского. И в Москве начинается смута, переход власти из рук в руки. Но это не та смута, после которой появились Романовы. Романовы как раз остановили ту деятельность, после которой Москва стала самостоятельным государством. И, можно сказать, уже обрела свою русскую церковь. Именно после этой смуты, после падения Константинополя, уже в Москве выбирают митрополита. Не нужно было ехать в Константинополь за благословением императора Византии и Константинопольского патриарха. А выбирают митрополита не из греков или болгар, а из русских. И наконец-таки становится митрополит московским, а не киевским, каким он был последние 200 лет, хотя Киев уже давно был под Литвой, а сам митрополит жил в Москве. Так вот, давайте вернемся на 70 лет назад, когда в 1382 году Тохтамыш громит Москву. Когда привык жить в квартире, ты даже представить себе не можешь всех преимуществ собственного дома. Голова начинает работать по-другому, миллион творческих идей. Их воплощение – конек профессионалов из компании Goodwood. А у ее основателя Александра Дубовенко есть, кстати, отличный канал с одноименным названием, на котором он рассказывает и показывает секреты строительства. Перейдя по ссылке в описании, вы узнаете много полезного. Например, из чего построить хороший дом с нуля, как обустроить его внутри и во сколько это все обойдется. Чтобы избежать ошибок в будущем, можно перейти в рубрику «Свой дом без ошибок». В ней Александр общается с владельцами своих домов, которые делятся опытом и экспертизой. Если вам нужно мнение профессионалов, посмотрите интервью со строителями, архитекторами, бизнесменами. В описании я оставлю ссылку на канал Goodwood. Он наверняка будет интересен всем, кто давно мечтал о своем доме, но не знал, с чего начать. Подпишитесь на него и воплотите свою мечту. Так вот, Тохтамыш громит Москву. Герой Куликовской битвы Дмитрий Иванович Донской, как, собственно, и митрополит Киевский, и всея Руси Киприан, бегут из Москвы. Один в Кострому, другой в Великий Новгород. А из Новгорода уже Киприан перебирается в Литву. Это тот митрополит Киприан, который участвовал в борьбе за митрополичий престол всея Руси. Именно тогда из Константинополя перед Куликовской битвой на Русь возвращаются сразу два митрополита киевских и всея Руси.
Пимен и Киприан. Об этом мы с вами уже говорили. Один митрополит от венецианцев, второй от генуэзцев. Как нам говорят историки, Тохтамыш в качестве залога забирает из Москвы княжича Василия, сына Дмитрия Ивановича Донского, будущего великого князя московского Василия I. Церковные летописцы, конечно, придумают какой-то побег княжича Василия из Орды, но если мы отбросим из этих летописей всю публицистику и оставим только факты, то получается вот какая картина. Митрополит Киприан привозит княжича Василия в Литву и там сватает его за дочь Витовта Софью. После непонятной смерти Дмитрия Донского в 39 лет. Нам почему-то историки говорят, что раньше так жили, хотя я уже показывал на примере Сергия Радонежского, того же митрополита Киприана, что люди жили по 70-80 лет. Ну, хотя бы вот, великий князь литовский Витовт, который трижды менял свою религиозную причастность, то стал католиком, потом православным, потом опять католиком. Вообще, литовские князья не особо заморачивались по поводу приверженности какой-то религии. Где выгодно, ту религию и принимали. И я, кстати, за это их ни в коем случае не осуждаю. Они просекли фишку. Так вот, посмотрите на годы жизни Витовта. Родился в 1350-м, умер в 1430-м. 80 лет. А Дмитрий Донской умирает в 39 лет, не пойми от чего. И вот уже митрополит Киприан приезжает в Москву, княжич Василий становится великим князем московским, и Киприан венчает его с Софьей Витовной. Я напомню, Витовт, великий князь литовский, католик. Софья – его единственный ребенок. Я ничего не смог найти про то, что Софья меняла вероисповедание с католического на православное. То, что она меняла имя, как была Софья, так и осталась. Мы же знаем еще одну Софью, которая была Зоей, палеолог, которую как раз вывезли до падения Константинополя, чтобы потом также обручить ее уже с внуком Василия и Софьи Витовны, Иваном III Великим. Но не будем забегать вперед. Куда бежит Тохтамыш? В свою очередь, я вам тоже говорил, он бежит в Киев, к великому князю литовскому Витовту. То есть все действующие лица как-то оказываются в одном месте. В Литву бежит митрополит Киприан, якобы княжича Василия, будущего великого князя московского Василия I, увозят в Орду, но он оказывается тоже в Литве. Его сватают за дочь Витовта, единственную дочь Витовта, Софью. И тут же к Витовту в Киев бежит хан Тохтамыш. Я напомню, это самый конец 14-го, начало 15 века. Я думаю, княжеству литовскому нужно посвятить отдельный выпуск. Во всяком случае, поговорим о Витовте и Егайло. Ведь, по сути, Витовт становится в это время полновластным хозяином Великого княжества Московского. Великий князь московский Василий I вступил в союз с Литвой. И даже не обращал внимания на то, что Смоленск, некогда русский город, перешел полностью под литовское влияние. Смоленск, по сути, находится в границах Великого княжества Литовского. А Василий I ездит в Смоленск к своему тестю, Витовту. И когда тот же Олег Рязанский идет походом на Литву, да, это тот предатель Олег Рязанский, так во всяком случае про него говорят наши историки, ведь он принял сторону Мамая, а не Дмитрия Ивановича Донского. И вот Василий Дмитриевич I упрекает Олега Рязанского, указывая ему на мир между Литвой и Русью, то есть, по сути, признавая Смоленск за Литвой, и при этом пропускает войска Витовта, когда тот атакует Рязань. В общем, такие добропорядочные семейные отношения у нас между католической Литвой и православной Москвой. Чтобы вы просто понимали, владения Литвы при Витовте достигали верховья Оки и Можайска. То есть Можайск, наш подмосковный Можайск, входил в состав Великого княжества Литовского. А верховья Оки – это нынешние Тульская и Калужская область. Княжич Василий, который, по сути, никогда и не был самостоятельным княжичем, достигнув 53-летнего возраста, умирает. А в своем завещании отдает жену и сыновей под защиту Витовта. После чего, собственно, Софья официально передает Московское княжество под управление своего отца Витовта. И все остальные русские князья, тверские, рязанские, пронские, становятся его вассалами.
Да, забыл сказать, у Василия и Софьи рождается сын Василий. Хотя там рождается много детей. Первая – Анна. В итоге станет Анной Палеолог, женой того самого императора Византии Иоанна VIII, который и подпишет унию с католиками на том самом Ферраро-Флорентийском соборе. А Василий, младший их сын, который будет прозван Темным, не примет эту унию на Руси. Пока Василий был малолетним, регентом, по сути, была его мать Софья, а фактическим правителем его дед Витовт. Прям как у Ланнистеров в «Игре престолов». Но, как нам говорят, было еще завещание Дмитрия Ивановича Донского, в котором написано, что после смерти его старшего сына, в данном случае княжича Василия, на престол должен взойти не дети княжича, а второй сын Донского. В данном случае звенигородский и галицкий князь Юрий Дмитриевич. Но пока был жив Витовт, Юрий Дмитриевич даже не заикался. Кстати, с тех времен до нас дошли аж целых 3 памятника церковной архитектуры. Ну, просто другой у нас нет. Василий Дмитриевич возводит Спасский собор в Андронниковом монастыре, а его брат Юрий Дмитриевич, кстати, крестник Сергия Радонежского, возводит в Троице-Сергиевой лавре Троицкий собор, а также, основывая Савино-Сторожецкий монастырь, строит Рождественско-Богородский собор. Все эти соборы из белого камня. Может быть, как-нибудь сравним эти 3 собора и разберем их архитектуру, хотя, конечно, до наших дней они уже, я думаю, меняли свой облик. Так вот, как только умирает Витовт, сразу заявляет свои права на московский престол сын Дмитрия Донского Юрий Дмитриевич, князь Звенигородский и Галицкий. Хотя филиал греческой церкви всея Руси, митрополитом которой в то время был Фотий, он был греком и пришел на смену митрополиту Киприану, который был болгарином. Так вот, он всячески пытался образумить князя Юрия Дмитриевича, чтоб тот ни в коем случае не посягал на великокняжеский московский престол. И, как я уже сказал, сначала умирает Витовт, спустя год умирает митрополит Фотий, и сын Дмитрия Донского Юрий Дмитриевич Звенигородский берет Москву в свои руки. Он вместе со своими сыновьями Василием Косым и Дмитрием Шемякой разбивает Василия II Темного на реке Клязьма. Да, кстати, вот знаменитая картина, где Софья Витовна на свадьбе своего сына Василия II Темного срывает как раз с Василия Косого драгоценный пояс, который якобы ранее принадлежал Дмитрию Донскому. В общем, вы понимаете, тут борьба идет не то что между Рюриковичами, тут борьба идет между потомками Дмитрия Донского. С одной стороны сын Дмитрия Донского, а с другой стороны внук. Но за внуком стоял католический Витовт и митрополит всея Руси Фотий, а до этого митрополит всея Руси Киприан. Забирая Москву, Юрий Дмитриевич Звенигородский становится великим князем московским. Я уж не знаю, по факту или условно. Я, честно говоря, не нашел в документах, где каждый раз, когда великим князем становился то Юрий, то Василий, а потом и дети Юрия, их на это княжение благословлял митрополит. Вот смотрите, в 1433 году Юрий становится великим князем московским. А Василию Темному он отдает Коломну. Кстати, именно в Коломне венчались его мать и отец Софья Витовна и Василий I. Замечу, не в Москве, а в Коломне. И происходит что-то непонятное, ну или просто историки, церковные летописцы придумывают какую-то историю, что из Москвы все уезжают в Коломну. Ну, сначала якобы бояре и служивые люди, а потом и весь люд. Москва опустела. Юрию становится неким править, и он добровольно отдает великое княжение своему сопернику, Василию II Темному. Ну, так во всяком случае пишет Карамзин. Кстати, во время вот этой вот так называемой междоусобицы между внуком и сыном Дмитрия Донского в Москве нет митрополита. Фотий умер. В 1431-м следующим митрополитом историки нам якобы ставят Герасима спустя 2 года. Но он по факту так и не приехал в Москву. Он был епископом Смоленским, а Смоленск в те годы находился в составе Великого княжества Литовского.
Кстати, в это время в Великом княжестве Литовском тоже идет гражданская война, которая, как нам говорят историки, начинается в 1432 году, собственно, практически в то же время, как и в Москве, и заканчивается в 1438 году, когда, собственно, и начинается Ферраро-Флорентийский собор. И вот этот вот смоленский епископ Герасим, которого наши историки пытаются поставить на митрополичий престол всея Руси, ведет переписку с папой римским Евгением IV, как раз об унии греческой и римской церкви, которая и будет принята на этом Ферраро-Флорентийском соборе. Правда, уже не Герасимом. Его сожжет на костре Свидригайло, а митрополитом Киевским и всея Руси Исиидором, который и сделает после принятия унии себе великолепную карьеру в римской церкви. Что там ему какая-то Русь? Видите, как все зациклено на церкви. Ну, конечно, духовность церкви – это только прикрытие, а в основе ее лежит власть и управление. И вот в 1433 году, как нам говорят, Юрий Дмитриевич отдает московский престол Василию II Темному, а в следующем 1434 году забирает его обратно. Но в этом же году и умирает, и на московский престол уже встает его сын Василий Косой, у которого, собственно, Софья Витовна и отбирала пояс Дмитрия Донского. Он был старшим сыном. Но Косова почему-то никто не поддержал. В итоге Василий II Темный отбирает у него московский престол и вдобавок, как нам говорят, выкалывает ему один глаз. Именно поэтому у него и закрепилось прозвище Василий Косой. Тут, конечно, возможно путаница летописцев, потому что с одной стороны Василий, с другой стороны Василий. А как мы знаем, Василий это по сути Базилевс, так тут еще с выкалыванием глаз может быть накладка. Ведь Василий II Темный тоже в итоге будет ослеплен и лишен глаз. Согласитесь, такие совпадения не часто у нас встречаются в церковных летописях. Дальше Василий II ведет войну с младшим братом Дмитрием Шемякой. Война между внуками Дмитрия Донского. Удивительно, согласитесь, за Москву воюют потомки Дмитрия Донского. И заметьте, никто не воспользовался этой войной. Ни Великое княжество Литовское, ни Орда. Возможно, в Москве вообще было двоевластие. Тут можно сослаться на монеты, на которых есть чекан великого князя Дмитрия и великого князя Василия. Но вот примем мы это как доказательство или нет, это уже другой вопрос. В 1445 году Василия II рядом с Суздалем на голову разбивает Казанское ханство и вдобавок берет его в плен. Напомню, в этом же году заканчивается Ферраро-Флорентийский собор. А уния с греческой церковью, ну то есть и с церковью всея Руси, как вы понимаете, была подписана в 1439 году. С 1436 года возможно двоевластие. Дмитрий Шемяка и Василий Темный. И вот Василий Темный в Казанском плену, а Дмитрий Шемяка – великий князь Владимирский и Московский. И тут опять у нас идут совпадения. Два Василия, уже сын и отец, Василий I и Василий II Темный, попадают в плен. Ну, согласитесь, за всю русскую историю не так много было случаев, когда князь или царь попадали в плен к противнику. После уничтожения Тохтамышем Москвы в 1382 году княжича Василия забирают в плен. А в 1445 году великий пожар на Москве, как говорят летописи, погибает более 2000 человек, и князь Василий, но уже второй Темный, попадает также в плен в Орду. И также его из этого плена отпускают. Якобы за какой-то великий откуп, но, по сути, никаких свидетельств этого откупа мы не имеем. А имеем, по официальной истории, уже двух государей всея Руси. То есть не великих князей, а государей всея Руси. Опять же, как нам заявляют историки, первым государем всея Руси был как раз-таки Дмитрий Шемяка. И подтверждается это монетой. Конечно, слово «Шемяка» там не написано. Вот эта монета, датируется она 1446-1447 годами.
На одной стороне скачущий всадник. По мне, так это лицо индейца. Ну, почему-то нумизматы принимают это за скачущего всадника. На другой стороне всадник, поражающий копьем змею или змея. В описании написано «змеевидного дракона». Ну, пускай. На одной стороне по окружности надпись «Князь Велик Дмитрий Юрьевич», а на другой стороне надпись «Аспадарь земли русской». Ну, во всяком случае, такое описание этой монеты в каталоге. Это не одна монета, в каталоге представлено порядка 15 монет Дмитрия Юрьевича Шемяки. И историки нам датируют его государственное правление, где он государь и великий князь всея Руси, всего одним годом, с 1446 по 1447. А дальше уже вторым государем и великим князем всея Руси становится Василий II Темный. То есть впервые титул государя всея Руси даже нет, просто титул всея Руси впервые от митрополита переходит к князю. И надо, наверное, напомнить, что после смерти митрополита Фотия, на следующий год после смерти Витовта, после чего, собственно, и началась эта междуусобная борьба между потомками Дмитрия Донского, в Москве как такового митрополита не было вообще. Как нам говорят историки, формально числился Герасим, но в Москве он так и не появился, он был только в Смоленске, где, собственно, и был сожжен князем Свидригайло. Следующий, тоже условный митрополит Исиидор, который сделал себе карьеру в римской церкви. Как нам говорят, константинопольский патриарх самолично его поставил на митрополию всея Руси в 1436 году. И он сразу поехал на Ферраро-Флорентийский собор. Я лично предполагаю, что он в Москве вообще и не был, и не появлялся даже. Но по официальной истории нам говорят, что в 41 году он вернулся и отслужил службу, первым делом на службе помянув Папу Римского, ну, так как он принял унию, которая провозглашала Папу Римского во главе всех церквей. И за это Василием II был отправлен под стражу, заточен в тюрьму. Правда, потом каким-то образом ему удалось бежать из-под стражи, чтобы в дальнейшем сделать великолепную карьеру в римской церкви. Так звучит официальная история. Я лично считаю, что он вообще не появлялся в Москве ни до, ни после Ферраро-Флорентийского собора. По сути, в Москве нет митрополита с 1431 года. А это значит московское княжество без внешнего управления. И великий князь Дмитрий Юрьевич Шемяка принимает волевое решение взять управление на себя и называет себя господарь всея Руси. И именно Дмитрий Шемяка сажает на митрополичий престол Иону, будущего митрополита Киевского и всея Руси, которого уже ставит не константинопольский патриарх, а московский князь. Москва не принимает унию греческой и римской церкви и не признает главенство Папы Римского. Дмитрий Шемяка пленит Василия Темного в Троице-Сергиевой лавре и, можно сказать, предъявляет ему, вот как пишет об этом Карамзин: «Для чего любишь татар и даешь им русские города на кормление? Для чего серебром и золотом христианским осыпаешь неверных? Для чего изнуряешь народ податями? Для чего ослепил брата нашего, Василия Косова?» И это заканчивается ослеплением самого Василия II Темного. Как нам говорят, глаза Василия были выжжены оловом. Именно от этого он получил прозвище Темный. Почему-то один Василий получил прозвище Косой после ослепления, а второй Темный. Ну, наверное, два Василия Косых, это было бы уже эпично. Ну да ладно, это не суть важно, все эти прозвища давались все равно в 19 веке. И вот вам интереснейший факт. На следующий год слепой Василий Темный после примирения с Дмитрием Шемякой был отпущен, можно сказать, на свободу, о чем, наверное, Дмитрий Шемяка впоследствии должен был крупно пожалеть. Уж не знаю, с помощью Литвы, как нам пишут летописцы, или с Божьей помощью. Слепой Василий Темный забирает у Дмитрия Шемяки себе московский престол и становится господарем всея Руси. И правит до своей смерти уже, до 1462 года. Представляете, 15 лет правления слепым. И это я пропускаю всю беллетристику, где злодей Дмитрий Шемяка хотел умертвить детей Василия Темного, а собственно Ивана III Великого, который в итоге в 8-летнем возрасте становится соправителем своего слепого отца.
Я бы сказал, его готовят с малолетства стать господарем всея Руси. Ведь мы помним про проект «Нова Рома», Рома-Нова, когда еще один сторонник унии между греческой и римской церковью, ученый грек Виссарион Никейский, который присутствовал на Ферраро-Флорентийском соборе и голосовал за унию, приехав в Константинополь, увозит с собой детей палеологов, в том числе и Зою Палеолог, будущую жену Ивана III. И увозит он их не куда-либо, а в Рим, где сам делает отличную карьеру в римской католической церкви, будучи до этого православным священником греческой церкви. В 1453 году падет Константинополь, в 1453 году в Европе заканчивается так называемая Столетняя война, в 1453 году убивают в Новгороде Дмитрия Шемяку, в 1453 году умирает Софья Витовна. В 1456 году начинается формальное подчинение Новгородской республики Московскому княжеству по так называемому Яжелбицкому мирному договору. Именно этот договор положил начало присоединения Новгорода к Москве. А закончит это присоединение как раз его сын, Иван III Великий. Да, а чуть ранее, в 1449 году, Василий II Темный заключает вечный мир с Литвой. Нам, правда, говорят, что так называемая автокефалия, то есть самовозглавление, если перевести с греческого, нашей церкви, происходит в 1448 году. По московским летописям именно тогда Василий II Темный ставит митрополитом Киевским и всея Руси Иону. А вот, например, в Вологодско-Пермской летописи, это 26-й том полного собрания русских летописей, указано, что именно Дмитрий Шемяка повелел Ионе идти на Москву и сесть на дворе митрополичьем. Ну, как я уже говорил, церковь пишет нашу историю. Как ей выгодно, такая официальная точка зрения и принимается. Проект «Нова Рома» делает все, чтобы спасти детей палеологов, превратив Москву в Новый Рим, Нова Рома, который в дальнейшем перетечет в фамилию известной династии Романова. Ну что ж, продолжение следует. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующее видео. А у нас наступила долгожданная пора, когда можно носить легкую, свободную и тонкую одежду. Если вы осознали высокую ценность естественной красоты, которую подчеркивают природные материалы, то вам, несомненно, к нам, в русскуюодежду.рф, предсельмак. Обязательный элемент гардероба для жаркого времени года – льняные брюки и рубашки, которых у нас очень много. Косоворотки всех видов, даже с коротким рукавом, и обычные классические. Оригинальные рубашки с капюшоном, причем и мужские, и женские. Есть даже из морлевки. Такие вы найдете только у нас. Неизбитые цвета, удобные модели, прекрасная посадка и лучшее качество льна. Это наши брюки и шорты. Можно скомпоновать комфортный летний комплект или подчеркнуть силуэт контрастными цветами. Лен прекрасно подходит для переменчивой погоды. Если к вечеру станет прохладно, в таком легком платьице всегда можно накинуть рубашку или душегрейку из оригинального Павлово-Посадского платка, которая, кстати, тоже на льняной подкладке. Но есть и утепленные, двусторонние на меху. В комплекте прекрасные сумочки в тон, а по желанию и оригинальный Павлово-Посадский платок. Ну и, конечно, летом никак без хлопка. Легкие и прочные, полюбившиеся карго, джоггеры и зауженные карго-джоггеры в новом летнем исполнении, в новых летних цветах. Но по-прежнему необходимые и в путешествии, и в повседневности. К ним, конечно, рубашки и высокого качества футболки из лучшего хлопкового трикотажа с качественными принтами. В прохладный вечерок на футболку можно накинуть рубашку из натуральной шерсти, но, пожалуй, только одна ткань способна так же, как лен и хлопок, заботиться о вашем здоровье. Это натуральный шелк, конечно. Пижама из нежнейшего атласа, традиционные огурцы на тончайшей, но очень прочной шелковой туале и, конечно, женские кофты из натурального шелкового полотна, удивительно яркого цвета и нарядные белые шелковые батники. Качество ткани вы можете оценить в нашем московском шоуруме на Земляном валу 7. И, конечно, как обычно, продолжаем принимать заказы в интернет-магазине русскоодежда.рф. Побалуйте себя и близких натуральной экологической одеждой из предсельмага. Ну и увидимся в будущем. Пока!